Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре. Продолжаем цикл рассказов об ирландских святых. 16 января – День памяти святого Фурсы. Он также известен как святой Фурсей. Фурса был ирландским монахом, который многое сделал для распространения христианства на Британских островах и особенно в Восточной Англии. По некоторым сообщениям, святой с молодости обладал даром лицезреть мистические видения о загробной жизни. Считается, что видения рая и ада, которые святой Фурса испытывал на протяжении всей своей жизни, вдохновили Данте Алигьери на создание божественной комедии. Во время одного из таких видений, по легенде, огонь адского пламени обжег святого Фурсу по-настоящему, оставив следы ожогов на его теле, как напоминание о реальности адского пламени и загробного суда. Предание гласит, что однажды Фурса воскресил из мертвых двух маленьких детей местного ирландского правителя. Также упоминаются многочисленные исцеления больных и бесноватых. Несмотря на растущую славу, святой Фурса избегал почестей и людского поклонения, а потому покинул Ирландию и отправился сначала в Уэльс, а затем в Восточную Англию. Там его с большим почетом принял христианский король Сигберт, при поддержке которого Фурса занялся миссионерской деятельностью. В Восточной Англии было введено христианство, а Фурса вместе со своими ирландскими братьями и учениками основал здесь первый ирландский монастырь на английской земле, в заброшенном римском форте III века в замке Бург-Касл, графство Норфолк. И по сей день это место является главным центром почитания святого Фурсея в Англии. Недалеко от Бург-Касл находится древняя церковь святых Петра и Павла, внутри которой есть красивые витражи с эпизодами из жизни святого Фурсы, а также выставка, посвященная святому. Во дворе этой церкви стоит кельтский крест в честь святого Фурсы. Во Франции святой Фурса является покровителем городов Перрон и Ланьи-сюр-Марн. По преданию, во время перенесения его мощей произошло чудо. Лошади, которые везли повозку с телом святого, внезапно остановились как вкопанные, так что их невозможно было сдвинуть с места никакими усилиями. Это было воспринято как знак, что именно здесь и должен быть похоронен святой Фурса. Святой Фурса умер в области Пантьё, в графстве на севере Франции, по пути обратно в Ирландию. Его похоронили в Перроне, в области Пикардия, в одном из самых известных ирландских монастырей Европы. Часть мощей святого и по сей день хранится в церкви святого Иоанна Крестителя в Перроне, во Франции. А также часть мощей святого Фурсея хранится в Амьенском кафедральном соборе в честь Божией Матери. Ирландские монахи VI-VII веков принесли в Европу кельтский аскетизм, ученость, священные книги и различные реликвии. Было основано много монастырей в Европе по образцу ирландских монастырей, которые стали центрами монашества, образования и миссионерства. На сегодня все. Если понравилось это путешествие по раннему средневековью, подписывайтесь. Впереди еще много интересных историй о кельтских святых и об их удивительных чудесах. До новых встреч!